Во время рутинного патрулирования рейнджер заметил больного тигра в снегу и помог ему восстановить здоровье. Тигр затем поблагодарил его, и то, что произошло после его выпуска на волю, растопит ваше сердце. Алексей Иванов посвятил свою жизнь защите дикой природы на Дальнем Востоке России. Как опытный рейнджер, он отлично знал густые разросшиеся леса, которые простирались по этому удаленному региону. Это была родина некоторых из самых исчезающих видов на планете, включая величественного сибирского тигра. Сибирский тигр известен своим огромным размером и силой, но ему становится все труднее выживать в постоянно враждебной среде. Человеческое вмешательство разъединило их место обитания. Это привело к уменьшению количества потенциальной добычи и увеличению смертельных встреч с браконьерами. Но в последнее время появилась еще одна угроза – собачий мор. Этот вирусный недуг передавался от домашних собак к дикой популяции тигров. Алексей слышал сообщения о том, что тигры заболевают. Он надеялся избежать подобной трагедии на своей территории, но судьба распорядилась иначе. Перемещаясь по лесу в тот день, он не мог игнорировать признаки бедствия. И когда он увидел тигрицу, лежащую на поляне, он понял, что у нее большие проблемы. Тигрица, которую Алексей позже назвал «царица», находилась в тяжелом состоянии. Царица, что в переводе означает «королева», выглядела слишком слабой, чтобы двигаться. Сердце Алексея сжалось от этого зрелища. Лечить дикого тигра было непросто, особенно такого больного. Ему нужно было доставить ее на медицинское обследование, но для этого следовало усыпить ее и транспортировать в учреждение, готовое справиться с таким крупным и мощным животным. Логистика была сложной, а риски высокими. Но Алексей не был тем, кто отступал перед трудностями. Он провел годы, готовясь к таким моментам, оттачивая свои навыки и строя сеть контактов в сообществе охраны природы. Он знал, что может рассчитывать на их поддержку, и был полон решимости спасти царицу. Попросив о помощи ветеринаров по дикой природе и экологов, Алексей начал кропотливый процесс подготовки транквилизационного дротика. Затем он поднял свой дротик и прицелился. Его руки были устойчивыми, а разум сосредоточенным. Он нажал на спусковой механизм. Дротик пролетел по воздуху и попал царице в плечо. Она вскинула голову, а затем медленно потеряла сознание от действия транквилизатора. Алексей ожидал, чтобы дать препарату время подействовать. Убедившись, что царица полностью усыплена, Алексей осторожно приблизился к ней. Он осмотрел ее и подтвердил свои подозрения о серьезности ее состояния. Собачий мор опустошил ее тело. Ей срочно нужна была медицинская помощь. Он немедленно связался со своей командой и организовал транспортировку царицы в ближайший центр реабилитации диких животных. 2 часа спустя, когда они работали над тем, чтобы погрузить тигра на импровизированную носилки, Алексей не мог не почувствовать глубокое чувство ответственности. Он посвятил свою жизнь защите животных, подобных ей. Теперь она полностью зависела от него в своем выживании. С царицей, надежно зафиксированной, Алексей и его команда начали долгий путь обратно в центр реабилитации. По прибытию ветеринары подтвердили его худшие опасения. Царица действительно страдала от собачьего мора. Болезнь, вероятно, передалась ей от домашних собак, которые бродили слишком близко к лесу. Еще раз дикая природа страдала из-за увеличивающегося человеческого вмешательства в ее место обитания. Первые несколько дней в центре были критически важны. Царица была помещена в карантин, чтобы предотвратить распространение болезни на других животных. Алексей следил за ней. Ветеринарная команда вводила жидкости и лекарства, чтобы помочь стабилизировать ее состояние, но прогресс был медленным. Царица была слабой. Ее тело боролось с инфекцией. Первоначальные попытки Алексея лечить ее были полны сложностей. Карантинная зона была тесной. Несмотря на свое ослабленное состояние, тигрица все еще проявляла инстинкт дикого животного, сопротивлявшегося заточению и человеческим прикосновениям.
Каждый раз, когда Алексей или ветеринары приближались к ней, она рычала и пыталась ударить их. Сочетание обязанностей рейнджера с необходимостью спасти царицу постоянно ставило его в сложное положение. У Алексея были обязанности в лесу, но каждый раз, когда он покидал сторону тигрицы, он чувствовал укол вины и страх, что что-то может пойти не так в его отсутствие. Его сон становился беспокойным, терзая его мечтами о том, как царица исчезает. Реакция маленького сообщества на усилия Алексея была смешанной. Некоторые восхищались его преданностью и считали его поступки героическими. Они понимали важность спасения величественного животного, подобного царице, и более широкие последствия для охраны дикой природы. Поддерживающие его предлагали помощь и ресурсы, надеясь сделать разницу. Однако не все были поддерживающими. Некоторые деревенские жители беспокоились о потенциале опасности, которую тигрица могла представлять, если она выздоровеет и сбежит. Они ставили под сомнение суждения Алексея и утверждали, что его время и ресурсы могли быть потрачены лучше. Напряжение в сообществе возрастало, и на заседаниях городского собрания и в местных встречах разразились горячие споры. Алексей обратился к экспертам по дикой природе и организациям охраны природы за советом и дополнительными ресурсами. Одной из его контактов была доктор Ольга Сидорова, известный ветеринар в области дикой природы. Она предложила приехать в центр, чтобы помочь с лечением царицы. Ее опыт работы с крупными хищниками внушал надежду. Доктор Сидорова приехала через несколько дней с современным медицинским оборудованием и комплексным планом лечения. Она и Алексей работали неустанно. Они вводили противовирусные препараты, антибиотики и добавки для укрепления иммунной системы царицы. Они следили за ее состоянием круглосуточно, корректируя подход на основании ее реакции. В течение следующих нескольких недель состояние царицы оставалось критическим. Были моменты надежды, когда она казалась сильнее, только для того, чтобы продолжались возвраты, которые оставляли Алексея и доктора Сидорову в унынии. Эмоциональные нагрузки давили на них. Несмотря на свои лучшие усилия, состояние тигрицы приняло неожиданный поворот. Болезнь, наряду со стрессом от заключения, начала проявлять агрессивное поведение. Однажды днем, когда Алексей приближался к ее вольеру с едой, царица набросилась на забор и зарычала яростно. Ее когда-то полные боли глаза теперь сверкали дикой интенсивностью. Алексей отступил. Он ожидал некоторого сопротивления, но такой уровень агрессии был тревожен. Рычание царицы раздавалось по центру реабилитации и привлекало заботливые взгляды персонала и посетителей. Скоро слово разнеслось по сообществу. Когда-то смешанные реакции резко изменились на критические. Слухи о агрессивности царицы достигли города и усилили страхи и недопонимание. На собрании городского собрания эмоции зашкаливали. «Она угроза для всех нас», — заявил один из сельчан. «Если она сбежит, она может напасть на кого-то. Мы не можем рисковать». Это чувство отозвалось в других, и вскоре возник хоровой крик обеспокоенности и противодействия. «Алексей, ты сделал все от себя зависящее, но пришло время подумать о большем благе. Этот тигр слишком далеко зашел. Нам нужно усыпить ее, прежде чем произойдет что-то ужасное». Алексей чувствовал тяжесть страха и гнева сообщества, давящую на него. Он понимал их беспокойство, но не мог заставить себя сдаться над царицей. Он умолял о дополнительном времени, но, несмотря на его мольбу, давление на эвтаназию становилось все сильнее. Местные власти начали рассматривать требования сообщества. Алексей знал, что ему нужно действовать быстро. В отчаянии найти решение он обратился к своей сети экспертов в области дикой природы. Ему нужен был какой-то альтернативный метод лечения, который мог бы помочь успокоить царицу и управлять ее агрессивностью. Один из контактов Алексея, доктор Виктор Андреев, был известным зоологом с опытом в лечении крупных хищников. Он предложил радикальный подход. «Алексей, нам нужно разобраться с неврологическим воздействием мора. Есть новое лечение,
которое тестируется и включает комбинацию противовирусных препаратов и нейропротекторной терапии. Это экспериментально, но это может быть нашим лучшим шансом. Не теряя времени, Алексей и доктор Сидорова приступили к реализации нового плана лечения. Процесс был деликатным и требовал точных дозировок и постоянного мониторинга. Они вводили препараты через зонд для кормления, чтобы минимизировать прямой контакт и уменьшить риск провокации агрессии тигрицы. Дни, что последовали, были напряженными. Поведение царицы колебалось между периодами сильной агрессии и моментами спокойствия. Алексей проводил бесчисленные часы у ее вольера. По мере того, как лечение продолжалось, стали появляться небольшие признаки улучшения. Агрессивные выпады царицы становились все реже, и она начала проявлять больше интереса к окружению. Доктор Сидорова и Алексей документировали каждое изменение и внимательно корректировали лечение по мере необходимости. Несмотря на постепенный прогресс, терпение сообщества иссякало. Однажды вечером, когда Алексей вернулся к себе домой уставшим, он нашел записку на своей двери. В ней говорилось: «Положите этому конец сейчас, или мы это сделаем». Угроза была ясна. Алексей знал, что он должен вдвое усилить свои усилия, чтобы спасти царицу и доказать ее ценность. Полной решимости защитить тигрицу, он организовал собрание сообщества, чтобы обновить всех о ее прогрессе. Он пригласил докторов Сидорову и Андреева представить медицинские данные и объяснить потенциал лечения. Презентация была подробной и информативной. Она подчеркнула прежде всего улучшение в состоянии царицы и научные основы нового подхода. К окончанию встречи некоторый страх сообщества был снят, но скептицизм остался. «Нам нужно больше времени», — настоятельно призвал Алексей. «Царица реагирует на лечение. У нас есть шанс спасти ее и показать миру, что мы можем сосуществовать с этими великолепными существами». Встреча закончилась осторожным соглашением предоставить Алексею больше времени. Но ультиматум был ясным. Поведение тигрицы должно значительно улучшиться, иначе сообщество возьмет дело в свои руки. Жизнь Алексея стала неумолимым циклом ухода за царицей и выполнения своих обязанностей как рейнджера. Каждый день начинался до рассвета и заканчивался далеко за полночь. Его преданность тигрице оставляла мало времени для отдыха. Поздно ночью, когда реабилитационный центр был темным и тихим, Алексей сидел у вольера царицы и дежурил. Он внимательно наблюдал за ней и отмечал любые изменения в ее поведении или состоянии. В особенно холодные ночи он заворачивался в теплое пальто и держал термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть. Несмотря на физический дискомфорт, он находил утешение в эти моменты. Алексей начал чувствовать глубокую связь с царицей. Однажды вечером, когда Алексей готовил лекарство для царицы, он заметил, что ее глаза более внимательно следят за его движениями. Это был тонкий, но значительный знак того, что лечение работает. Агрессия царицы постепенно уменьшалась. Она начала проявлять скорее осторожное любопытство. Работая в изоляции, Алексей чувствовал нарастающее бремя. Он скучал по товариществу с другими рейнджерами. Тем не менее, он находил силы в осознании того, что выживание царицы может оказать значительное воздействие на усилия по охране дикой природы. Угроза браконьеров все еще нависала. Шершавая шкура и части тела сибирского тигра были очень ценны на черном рынке, и браконьеры готовы были пойти на крайние меры, чтобы поймать этих величественных существ. Бдительность Алексея выходила за пределы вольера царицы. Он регулярно патрулировал окрестный лес в поисках признаков незаконной деятельности. В одну чертовски холодную ночь, когда Алексей пробирался сквозь снег во время патрулирования, он наткнулся на свежие следы. Следы вели к импровизированному лагерю, где он нашел доказательства ловушек и капканов, предназначенных для крупных животных. Алексей разбирал ловушки и сообщал местным властям о своих находках. Он предотвратил немедленную угрозу, но очень хорошо понимал, что опасность всегда на расстоянии.
Несмотря на постоянные трудности, связь Алексея с царицей становилась все сильнее. Он восхищался ее стойкостью и решимостью выжить. Один особенно трогательный момент произошел во время дежурства ночью. Царица, которая отдыхала в углу своего вольера, медленно подошла к забору, где сидел Алексей. Она легла рядом с ним. Их взгляды встретились сквозь металлические прутья. Слухи о состоянии царицы достигли ее через сеть экозащитников, и она пришла предложить свою помощь. Доктор Горностаева была известна своими передовыми методами лечения и инновационными подходами. Когда Алексей впервые с ней встретился, его поразило ее спокойствие и уверенность. Она быстро оценила состояние царицы, ознакомилась с планами лечения и тщательно изучила медицинские записи. «Ты проделал невероятную работу до сих пор, Алексей», — сказала она. «Но я верю, что мы можем сделать больше, чтобы помочь ей». Доктор Горностаева предложила новый передовой протокол лечения, который сочетал последние достижения в области противовирусных медикаментов с серией поддерживающих терапий, направленных на укрепление иммунной системы царицы. Она объяснила, что лечение все еще экспериментальное, но показала обнадеживающие результаты в других случаях собачьего мора у крупных кошек. Алексей считал, что на самом деле у него нет потерять. Он был готов попробовать любое средство, чтобы победить собачий мор тигрицы. Изменения были мгновенными. В течение нескольких дней после начала нового лечения царица начала проявлять признаки улучшения. Ее агрессивные эпизоды практически исчезли. Ее общее поведение смягчилось, и она стала есть чаще. Она даже начала играть в кратких периодах игры внутри своего вольера. Алексей впервые стал осторожно оптимистичным. Новости о положительном результате лечения царицы быстро распространились по сообществу. Те, кто сомневался в усилиях Алексея, начали видеть потенциал счастливого завершения. Одним утром, когда Алексей и доктор Горностаева готовили лекарства для царицы, они заметили нечто замечательное. Царица подошла к забору с успокаивающим любопытством. Ее глаза были ясными и бдительными. «Сердце», — вдруг подумал Алексей, протянув руку. И в первый раз царица осторожно коснулась его пальцев через прутья. Это был момент чистой связи и доверия. Доктор Горностаева улыбнулась. «Она реагирует даже лучше, чем я ожидала», — сказала она. «И она знает, что ты причина ее улучшения». Но борьба за спасение царицы еще не закончилась. Напряжение нарастало, поскольку враг зимы только усиливался на Дальнем Востоке России. Заморозки затрудняли поддержание стабильной обстановки для царицы, и риск отключения электроэнергии был велик. Алексей и команда поочередно работали над генераторами и делали все возможное, чтобы вольер царицы оставался теплым и комфортным. Холод также затруднял ее восстановление. Снова ее состояние колебалось. В некоторые дни казалось, что она почти вернулась к старым привычкам. В другие дни она отступала в угол, проявляла признаки стресса и отказывалась есть. Каждое ухудшение чувствовалось как удар в сердце Алексея. В одну особенно холодную ночь состояние царицы резко ухудшилось. Она стала вялой, а ее дыхание вдруг стало мелким и затрудненным. Алексей и доктор Горностаева работали всю ночь, чтобы стабилизировать ее. Физическое и эмоциональное истощение Алексея достигло критической точки. Но затем состояние царицы снова показало больше постоянных признаков улучшения. Алексей с восхищением смотрел, как тигрица восстанавливает свои силы. По мере того, как зима медленно уступала весне, восстановление царицы ускорилось. Ее мех стал плотным и блестящим, а глаза сверкали жизненной силой. Алексей и команда знали, что они на пороге прорыва. Последние недели были вихрем активности. Алексей и доктор Горностаева проводили множество тестов, чтобы убедиться, что царица свободна от вируса и достаточно здорова, чтобы рассматриваться для повторного введения в дикую природу. Момент, к которому все они стремились, наконец стал близким. На следующий день ее должны были перевести к месту выпуска.
Это была холодная, но солнечная послеобеденная пора, когда Алексей стоял у вольера царицы, наконец готовый к возвращению в дикий мир. Когда ворота вольера медленно открылись, тигрица на мгновение колебалась. Ее золотые глаза встретились с глазами Алексея. Он мог поклясться, что она слегка наклонила голову в небольшом поклонении, словно благодаря его за все свои стараться, за то, что он никогда не сдался на ней и защищал ее, когда остальной мир хотел, чтобы она исчезла. Затем она повернулась и пошла в лес. Ее мощная поступь была свидетельством ее силы и стойкости. Алексей смотрел, как она исчезает среди деревьев. Он знал, что царица наконец на своем месте, свободна и здорова, символ надежды для будущего своего вида. С течением времени Алексей часто думал о ней. Связь, которую они сформировали во время ее восстановления, была удивительной. Несмотря на то, что царица теперь была свободна в дикой природе, Алексей всегда чувствовал ее присутствие рядом с собой. Однажды, ясным осенним утром, он поднялся на холм с видом на лес, где тигрица была выпущена. Глядя на обширные просторы дикой природы, он ощущал глубокий покой. Он знал, что царица там, процветая в своей естественной среде обитания. Так полон радости, он упал на спину и как ребенок начал делать снежные ангелы. Затем он остро осознал присутствие рядом. Алексей сел. Из-за линии деревьев приближался огромный сибирский тигр. Алексей замер. У него не было ничего, чтобы защитить себя. Скрыться некуда. Он был абсолютно открыт. Ситуация внезапно стала более опасной, чем все, что он когда-либо переживал. Тигр продолжал приближаться. Он присел, как бы подкрадываясь, и его глаза были устремлены прямо на него. Тогда Алексей узнал ее. Это была царица. Она сделала 2 прыжка, похожие на котенка в снегу, игриво и без угрозы. Алексей не смог сдержать себя. Он расхохотался и снова упал на спину. В следующую секунду царица оказалась рядом с ним. Она потянула шею и понюхала его. Когда он снова попытался сесть, она вскочила и сделала несколько игривых прыжков по глубокому снегу. Затем она развернулась и отправилась к линии деревьев. Алексей чувствовал, как улыбка уже навсегда приросла к его лицу. «Да», — подумал он, — «тигры действительно способны на такие сложные чувства, как благодарность и привязанность». Какой трогательный момент. У вас есть история о впечатляющем спасении дикой природы. Расскажите нам о ней в комментариях, нам было бы интересно услышать. А пока мы закончили. Увидимся в следующем видео.